Гигантские кальмары. Еще древние мореплаватели рассказывали в морских кабаках и тавернах ужасные истории о нападении чудовищ, которые выныривали из бездны и топили целые корабли, опутав их своими щупальцами. Их называли кракенами, они стали легендами. К их существованию относились довольно скептически, но даже Аристотель описывал встречу с большими тефтисами, от которых страдали путешественники, бороздившие воды Средиземного моря. Нападение кальмара Спрута. Это случилось в Атлантическом океане в марте 1941 года. Английский транспорт «Британия» был потоплен немецким крейсером «Санта-Крус» на полпути между Западной Африкой и Бразилией. 12 человек команды спаслись на небольшом плоту. Плот был так мал, что несчастные люди могли лишь держаться за него, оставаясь по горло в воде. Однажды ночью большой кальмар вынырнул из глубины и схватил щупальцами одного матроса. В секунду он оторвал его от плота и утащил под воду. Не успели потерпевшие кораблекрушение опомниться, как кальмар пришел за новой жертвой. Лейтенант Кокс почувствовал прикосновение упругих щупальцев, обвившихся вокруг его ног, и острую боль в тех местах, где зазубренные присоски кальмара впились в его тело. Неизвестно, по какой причине кальмар вдруг скрылся в глубине. Лейтенант был спасен, но ему долго причиняли страдания раны, нанесенные кальмаром. С зазубренными присосками он вырвал из его тела куски кожи и мяса размером с монету. 5 дней потерпевшие кораблекрушение с отчаянием цеплялись за жалкий плот, который океанские волны кидали как щепку. Из 12 человек в живых осталось только 3. Их подобрал испанский корабль. Лейтенант Кокс был в числе спасенных. Раны, оставленные на его теле кальмаром на память об ужасах океанской бездны, зажили лишь после продолжительного лечения. По их величине специалисты установили, что спрут, нападавший на экипаж «Британии», был сравнительно некрупных размеров, величиной с человека, щупальца его достигали 7 метров. Что же это за чудовище, угрожающее мореплавателям? Кальмары – головоногие моллюски, родичи осьминогов и каракатиц. Крупные виды обычно называют спрутами. 10 мая 1874 года гигантский кальмар напал на индийскую шхуну «Перл» водоизмещением 150 тонн. Свидетелем этого стали пассажиры и команда парохода «Стэттоун». Капитан этого корабля видел в бинокль, как какая-то темная масса, похожая на морские водоросли, вползает на «Перл». Судно все больше и больше наклонялось к воде, а через несколько минут окончательно перевернулось и исчезло в пучине. Капитан «Перла» Джеймс Флойд, которому удалось спастись, отчасти стал виновником нападения спрута. Он выстрелил в качавшегося на волнах монстра, и через мгновение чудовище уже вцепилось в шхуну. Команда вооружилась топорами, но очень быстро все оказались за бортом. Спаслись лишь 5 человек экипажа. Кальмары-спруты и полеты по воздуху. Эти животные обладают способностью выпрыгивать из воды и совершать полеты по воздуху. Разгоняясь в воде, они летят над морем и, случается, попадают на палубы кораблей. Лучшие, так сказать, пилоты среди кальмаров – представители семейства так называемых амастрефит. Это небольшое животное, но и более крупные представители других видов и даже гигантские спруты тоже нередко выпрыгивают из воды. Если многосоткилограммовая туша спрута, летящая со скоростью курьерского поезда, обрушится на небольшое судно, корабль получит весьма серьезные повреждения и может даже потонуть. Подобное происшествие произошло с японским рыбачьим судном в 1937 году. Крупный 6-метровый кальмар выпрыгнул из воды, ударился о судно, пробил его тяжестью своего тела и потопил. Многие зоологи склонны все описанные в истории мореплавания случаи столкновения судов и лодок со спрутами объяснять не нападением, а падением выпрыгивающих из воды животных на корабль.
Однако случаи, о которых рассказано выше, свидетельствуют о том, что кальмары совершают не только падения, но и нападения явно агрессивного характера.